Я сижу на полу, спиной к двери. Лопатки упираются в холодное крашеное дерево. Здесь, в чужой комнате, пахнет пылью и старыми газетами. Не так, как дома. Дома пахло мамиными пирогами и стиральным порошком, а еще его одеколоном. Дешевым, резким. Этот запах до сих пор стоит в носу, стоит мне только закрыть глаза. Я проверяю замок. Один оборот — щелк. Второй оборот — щелк. Цепочка — звяк. Тишина. Руки дрожат. Я прячу их между коленями, чтобы не видеть этой дрожи. Я в безопасности. Я повторяю это себе как молитву. Я в безопасности. Меня здесь нет. Никто не знает, где я. Мне 22 года, и я сбежала. Сбежала не от войны, не от долгов. Я сбежала от друга. Все начиналось не так, совсем не так. Год назад я провожала Сашу. Вокзал, гул поездов, его стриженная голова, колючая щека. Я плакала, но тихо. Я же хорошая девочка. Хорошие девочки не устраивают истерик на перроне. Они обещают ждать. «Ты жди, Маш», — шептал он мне в ухо. «Я быстро. Год пролетит, не заметишь. Я буду ждать, Саш. Ты же знаешь». Рядом стоял Кирилл, его лучший друг, свидетель на нашей будущей свадьбе. Он хлопал Сашу по плечу, улыбался широко во все 32. «Не ссы, братан!» — орал он, перекрывая шум толпы. «Присмотрю я за твоей Машкой. В лучшем виде будет, глаз не спущу». Саша кивнул. Он верил ему. Они с детского сада вместе. «Если что, звони Кирюхе», — сказал мне Саша напоследок. «Он поможет. Кран там починить, сумки донести. Он свой». Свой. Это слово теперь режет меня, как лезвие. Первые месяцы были спокойными. Я писала Саше письма, длинные, подробные, про то, как защитила диплом, про то, как скучаю. Кирилл появлялся редко. Пару раз зашел, принес картошку с дачи. «Привет, невеста!» — шутил он с порога. Он был обычным, веселым, чуть нагловатым, как все парни у нас на районе. Я наливала ему чай, мы сидели на кухне, говорили про Сашу. Я чувствовала благодарность. Правда. Мне казалось, это так благородно — помогать девушке друга. Мама моя, когда видела его, всегда радовалась. Какой парень хороший, заботливый. Повезло Сашке с другом. А я кивала. Да, повезло. Я ведь не знала, что забота может быть липкой. Все изменилось в ноябре. Сломался замок на входной двери. Заедал язычок. Я полчаса стояла в подъезде, не могла попасть домой. Позвонила Кириллу. Он приехал через 20 минут. Весь такой деловой, с инструментами. Разобрал, смазал, собрал. «Ну все, Машунь, теперь как по маслу». Я стояла рядом, держала отвертку. Он выпрямился, вытирая руки тряпкой. И вдруг подошел слишком близко. В нашей маленькой прихожей стало тесно. «Ты похудела», — сказал он. Голос звучал странно, ниже, чем обычно. Он протянул руку и коснулся моей талии. Вроде бы по-дружески, но пальцы задержались. Он чуть сжал бок. Меня обдало жаром. Не от смущения, от страха. Я дернулась назад, ударилась плечом о вешалку. «Спасибо, Кирилл», — мой голос дрогнул. «Я тебе денег дам за детали?» Он усмехнулся. Глаза у него стали мутными, темными. «Какие деньги, Маш? Свои люди. Сочтёмся». И подмигнул. В этом подмигивании не было ничего веселого. Когда он ушел, я закрыла дверь на все замки. Я долго стояла и слушала, как стучит мое сердце. «Тебе показалось», — шептал голос хорошей девочки в моей голове. «Он просто друг. Он просто неудачно пошутил. Не выдумывай, не накручивай». Я поверила голосу.
Я очень хотела верить, что мне показалось. Но потом начались сообщения. Сначала днем: «Как дела? Скучаешь?» Потом вечером: «Что делаешь? Одна сидишь?» Потом ночью: «Спишь? А я о тебе думаю». Я не отвечала. Утром удаляла, чтобы, не дай бог, никто не увидел. Мне было стыдно. Почему мне было стыдно? Ведь это он писал, а не я. Но я чувствовала себя грязной. Я думала, может, я слишком широко улыбалась, когда наливала чай? Может, я надела слишком короткую юбку в тот раз, когда он чинил кран? Я искала вину в себе. В декабре он встретил меня у работы. Я вышла из офиса, было уже темно. Снег падал мокрыми хлопьями. У крыльца стояла его машина, тонированная «девятка». Он опустил стекло. «Садись, подвезу». «Нет, спасибо, я на автобусе». «Маш, не ломайся, холодно же, садись, говорю». Он не просил, он приказывал. Я села. Я боялась, что он начнет скандалить на улице, что увидят коллеги. Что люди подумают? Вот мой главный страх тогда. В машине пахло тем самым одеколоном. Смесь спирта, дешевой отдушки и мятной жвачки. Теперь меня тошнит от этого запаха. Он не повез меня домой сразу. Он свернул в парк. «Кирилл, мне надо домой. Мама ждет». «Мама подождет». Он заглушил мотор. В салоне стало тихо. Только музыка бумкала басами. Он повернулся ко мне. В свете фонаря его лицо казалось чужим, хищным. «Ты же понимаешь, Маш», — начал он вкратчиво, «Сашке там не до тебя сейчас. Армия, мужики. А ты здесь одна, молодая, красивая. Тебе же хочется тепла». Он положил руку мне на колено, по-хозяйски. Тяжелая, горячая ладонь. Я замерла. Я превратилась в камень. Это такая реакция. Замри и не дыши. Может, хищник уйдет. «Убери руку», — прошептала я. «Да ладно тебе. Что ты строишь из себя монашку? Я же вижу, как ты на меня смотришь». Он нагло врал. Или он правда так считал, что мой страх — это интерес? «Кирилл, я невеста твоего друга». Это был мой щит, моя единственная защита. Он засмеялся, громко, неприятно. «Друг не стенка, подвинется. Да и не узнает он ничего, если ты сама не сглупишь». Он сжал моё колено так, что стало больно. Пальцы поползли вверх. Я не знаю, откуда взялись силы. Я дернула ручку двери. Она открылась. Я вывалилась из машины прямо в сугроб, вскочила и побежала. Я бежала к остановке, не чувствуя ног. Я слышала, как он кричал мне вслед: «Дура, я же пошутил!» Но он не поехал за мной. В тот вечер я не рассказала Саше. Я сидела с телефоном в руках и плакала. Набирала сообщения. «Саш, Кирилл пристает ко мне». И стирала. Что будет, если я отправлю? Саша вспыльчивый. Он там, в части. Он сорвется. Он приедет и набьет Кириллу морду. Или Кирилл набьет ему. Саша попадет в дисбат. Или в тюрьму. Его жизнь будет сломана. Из-за меня. А вдруг Саша не поверит? Кирилл — его брат, его лучший друг. А я? «Ты сама дала повод», — скажет Кирилл. «Она сама ко мне в машину села. Она сама чай наливала». И Саша засомневается. Эта мысль убивала меня. Страх, что любимый посмотрит на меня с подозрением. Поэтому я молчала. Я решила, потерплю. Осталось полгода. Я буду избегать Кирилла. Я спрячусь. Я буду еще тише, еще незаметнее. Я ошиблась. Нельзя спрятаться от того, кто знает, где ты живешь. Он начал приходить к нам в подъезд. Наш подъезд — старая пятиэтажка. Там всегда темно. Лампочка на втором этаже постоянно перегорает. Стены исписаны маркерами. Запах сырости и кошачьей мочи. Раньше я просто пробегала его, не замечая.
Теперь подъезд стал моей ловушкой. Я возвращалась домой, сжимая ключи в кулаке так, что металл врезался в кожу. Каждый шаг по лестнице — пытка. «Есть там кто-то?» Шорох на площадке между третьим и четвертым этажом. Запах табака. Он стоял там. Просто стоял и курил. «О, Машка, привет!» Он не нападал. Пока нет. Он просто присутствовал. Он показывал: «Я здесь. Я контролирую твою жизнь. Ты не пройдешь мимо меня незамеченной». «Уйди», — просила я, прижимая сумку к груди. «Подъезд общий», — ухмылялся он, выпуская дым мне в лицо. «Где хочу, там и стою. Жду друга или подругу». Я проскальзывала мимо него, боясь задеть его куртку. Кожа у меня горела, будто он меня коснулся, хотя дистанция была полметра. Я влетала в квартиру, закрывала дверь, прислонялась к ней лбом. Щелк, щелк, звяк. И только тогда выдыхала. Страх меняет тебя. Он меняет то, как ты ходишь, как дышишь, как смотришь на мир. Раньше я любила наш подъезд. Здоровалась с бабой Валей с первого этажа, гладила рыжего кота, который вечно спал на батарее. Теперь подъезд стал для меня горлом удава. Узким, темным, сжимающимся. Каждый раз, подходя к дому, я сканировала окна. Горит ли свет на лестничной клетке? Стоит ли его машина во дворе? Если машины не было, легче не становилось. А вдруг он припарковался за углом? Вдруг он уже внутри? Я перестала носить каблуки. Они слишком громко цокают. Стук каблуков — это сигнал. «Я иду, я здесь, лови меня». Я купила бесшумные кроссовки. Я научилась открывать домофон так, чтобы он не пищал на всю улицу. Прикладываешь ключ под определенным углом, быстро, резко. Я превратилась в тень. Это случилось за неделю до Нового года. Саша позвонил мне веселый. «Маш, привет! У нас тут подготовка полным ходом. Слушай, я Кирюхе письмо передал и подарок для тебя. Небольшой. Он должен занести. Ты не обижай его там, ладно? А то он говорит, ты какая-то нелюдимая стала. Зазналась, что ли?» У меня внутри все похолодело. Он так сказал? Ну да. Говорит, хотел помочь сумки донести, а ты убежала. «Маш, ты чего? Пацан старается». Я молчала. Язык прилип к небу. Вот она, ловушка. Кирилл уже начал обрабатывать Сашу. Аккуратно, по капле. Выставлял меня странной, истеричной, неблагодарной. Если я сейчас закричу в трубку: «Он меня преследует!», Саша скажет: «Да брось, он же просто хотел помочь, ты сама себя накрутила». Кирилл знал, что делал. Он играл на опережение. «Я... я просто устаю на работе, Саш. Извини». «Ну ладно, ты давай там не кисни, люблю тебя». «И я тебя». В тот вечер я не хотела идти домой. Я кружила по району, заходила в магазины, просто чтобы потянуть время. Но идти надо. Мама уехала к сестре на пару дней. Я была одна. Я подошла к подъезду в 9 вечера. Темно. Лампочка над козырьком разбита. Я набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в воду. Открыла дверь. Первый этаж чисто. Второй этаж тихо. Я начала успокаиваться. Может, сегодня пронесло? Может, у него дела? Я поднялась на площадку между вторым и третьим. Там всегда была слепая зона, закуток за мусоропроводом. Тень отделилась от стены беззвучно. Я даже вскрикнуть не успела. Кирилл перегородил мне путь. Он был огромным в своем пуховике. Стены мгновенно сузились. «Привет, зазнайка!» Голос был хриплым. От него пахло водкой. Не сильно, но достаточно, чтобы понять: тормозов сегодня не будет. «Дай пройти». Я попыталась обогнуть его, но он выставил руку, уперевшись ладонью в стену. Я оказалась в капкане. Сзади перила,
Спереди его рука, слева он сам. «Куда спешим? Саша просил подарок передать». «Отдай и уйди». «Не так быстро, Маш. Подарок заслужить надо». Он сделал шаг ко мне. Я вжалась в перила так, что железный прут больно врезался в поясницу. «Кирилл, пожалуйста». «Что «пожалуйста»?» Он вдруг разозлился. Резко, страшно. Ударил кулаком по стене рядом с моим лицом, и звездка посыпалась мне на плечо. «Что ты из меня, урода, делаешь? Я к ней со всей душой. Я год вокруг тебя вьюсь, а ты нос воротишь. Я невеста Саши». «Саша далеко», — рыкнул он. «А я здесь. Я, блядь, здесь. Я о тебе думаю. Я за тобой смотрю. Кто тебе кран чинил? Кто тебя от собак провожал? Я. А ты на меня смотришь, как на говно». Он схватил меня за локоть. Жестко. Пальцы впились через куртку, сминая плотную ткань и плоть под ней. «Пусти». «Не пущу. Поговорим. Сейчас мы пойдем к тебе, попьем чайку». «Нет!» Я дернулась. Он был сильнее, намного сильнее. Он потянул меня на себя. Его лицо оказалось в сантиметрах от моего. Я видела поры на его коже, видела красные прожилки в глазах. Меня накрыл ужас. Липкий, животный ужас. Я поняла. Он не остановится. Если я сейчас войду с ним в квартиру, это конец. Никто не услышит. Стены толстые. «Не ломайся, тебе понравится», — шептал он, и его губы тянулись к моему лицу. В правой руке у меня были ключи. Длинный ключ от верхнего замка с зазубринами. Я не думала. Тело сработало само. Я полоснула ключом по его руке, которой он держал меня. Не сильно, вскользь, но металл рванул рукав пуховика и задел кожу. Он от неожиданности разжал пальцы и отшатнулся. «Ты чё, сука?» Этой секунды мне хватило. Я рванула вверх по лестнице, через 2 ступеньки, спотыкаясь, падая на колени, вскакивая. «Стой, хуже будет!» — ревел он снизу. Я слышала его топот, тяжелый, грохочущий. Он бежал за мной. 3-й этаж, 4-й. Господи, только бы не выронить ключи, только бы попасть в замочную скважину. Я подлетела к двери. Руки тряслись так, что я не могла попасть в щель. Сзади слышалось дыхание. Он был уже на пролете между этажами. «Маша, открой! Я пошутил! Маша!» Ключ вошел. Поворот. Еще поворот. Дверь распахнулась. Я ввалилась внутрь, упала на коврик и ногой захлопнула дверь. Щелк. Удар. Дверь содрогнулась. Он врезался в нее плечом с той стороны. Я мгновенно перекрутила задвижку, накинула цепочку и отползла. Я сидела в темной прихожей, прижав колени к ушам. За дверью было тихо. Слишком тихо. Потом раздался скрежет. Медленный, противный. Будто чем-то острым водили по железу. Потом голос. Тихий, прямо в замочную скважину. «Ты за это ответишь, Маша. Ты пожалеешь. Никуда ты от меня не денешься. Я умею ждать». Потом шаги вниз. Медленные, тяжелые. Бум. Хлопнула дверь подъезда. Я просидела в прихожей до утра. Я не включала свет. Я боялась, что он увидит свет в окнах и поймет, в какой комнате я нахожусь. Я ползала по квартире на четвереньках. Я взяла самый большой кухонный нож и положила рядом с собой. Смотрела на телефон. Позвонить в полицию? Что я им скажу? Друг жениха хотел зайти на чай, а я его ключом поцарапала. Он скажет, что я истеричка, что он просто хотел отдать подарок. Следов побоев нет. Синяк на руке проявится только завтра. Позвонить маме? Она испугается, у нее сердце. Она начнет звонить его родителям, поднимется шум. Позвонить Саше? Я представила, как Кирилл сейчас звонит ему и говорит: «Братан, твоя Машка совсем с катушек слетела, накинулась на меня с ключами, орала что-то,
Пьяная, что ли? Я была парализована. Чувство вины смешивалось со страхом. Может, я правда виновата? Зачем я ударила его ключом? Может, он бы просто поговорил? Нет. Тело помнило его хватку. Это не был разговор. Утром я увидела дверь. На дерматиновой обивке прямо возле глазка был прожженный след. От зажигалки. Черное оплавленное пятно, похожее на глаз. Это была метка. «Я вижу тебя. Я доберусь до тебя». Следующие 2 дня я не выходила из дома. Сказалась больной на работе. Я вздрагивала от каждого шума лифта. Но самое страшное началось потом. Психологический террор. Звонки с незнакомых номеров. Я беру трубку, там тишина. Только дыхание и музыка. Та самая, которую мы слушали с Сашей, когда познакомились. Он знал. Он все знал. Потом стук в дверь посреди ночи. Не громкий, аккуратный. Тук-тук-тук. Как будто кто-то вежливый пришел. Я подходила к глазку на цыпочках, смотрела. Темнота. Кто-то заклеил глазок жвачкой или закрыл пальцем. Я знала, кто там стоит. Я чувствовала его присутствие через металл двери. Он стоял и слушал. Слушал, как я дышу. Это была игра. Он наслаждался. Он ломал меня, как сухую ветку. Я перестала есть. Я спала урывками по 2 часа, сжимая в руке нож. Я посмотрела на себя в зеркало и не узнала. Серая кожа, тени под глазами, взгляд затравленного зверька. Где та веселая Маша, которая обещала ждать? Ее больше нет. Есть только оболочка, которая ждет, когда дверь выломают. А потом пришло сообщение. Не от него, от Саши. «Маш, что происходит? Кирюха скинул фотку, у него рука перебинтована. Говорит, ты на него кинулась. Ты что, пьешь там? Или завела кого? Мать говорит, тебя 2 дня дома не видно, свет не горит. Ты мне ничего сказать не хочешь?» Земля ушла из-под ног. Кирилл исполнил свою угрозу. Он перевернул все. Теперь я не жертва. Теперь я неадекватная, гулящая истеричка, которая калечит лучшего друга. Саша поверил ему. Конечно, он поверил. Кирилл — это братан, который кровь проливал, а я просто девчонка, которая сидит дома одна. Я попыталась набрать Саше, сбросил, написала: «Саша, это неправда, он меня преследует». Ответ пришел через минуту. «Не ври мне. Кирилл мне все голосовыми расписал. Как ты к нему в машину садилась, как глазки строила, а когда он отказал, взбесилась. Я не думал, что ты такая. Приеду, поговорим. Не пиши мне пока». Я уронила телефон на пол. Все. Защиты нет. Саша предал меня, даже не выслушав. Кирилл победил. Теперь у него развязаны руки. Теперь он может делать со мной что угодно, воспитывать неверную невесту друга. И Саша ему еще спасибо скажет. Я сидела на полу и смеялась. Тихо, истерично. Слезы катились по щекам, но мне было смешно. Какая же я была дура. Хорошая девочка. Хороших девочек убивают первыми, потому что они боятся кричать. И тогда в мою дверь снова позвонили. Настойчиво. Длинный, противный звонок. Потом удар ногой. «Маша, открывай! Я знаю, что ты там! Нам надо помириться!» Голос Кирилла был пьяным и веселым. «Я Сашке написал, что мы с тобой разберемся сами, по-семейному. Открывай, сука, хуже будет!» Замок дрогнул. Он что-то ковырял в скважине. Я посмотрела на часы. 23 часа 15 минут. Посмотрела на нож. Посмотрела на окно. 3-й этаж. Водосточная труба рядом. В этот момент что-то щелкнуло у меня в голове. Страх исчез. Осталась ледяная ясность. Если я останусь,
я погибну. Физически или морально, неважно. Меня не станет. Я встала. За дверью стихло. Кирилл перестал ковырять замок. Он просто ударил по двери кулаком. Тяжело, глухо, как молот по крышке гроба. «Я за пивом, Маш, и за Фомкой. У тебя есть полчаса, чтобы подумать над своим поведением. Откроешь сама — будет нежно. Придется ломать — пеняй на себя». Шаги. Тяжелые, шаркающие шаги вниз по лестнице. Хлопок подъездной двери, потом писк сигнализации его машины. Звук мотора. Он уехал. Или сделал вид, что уехал. Я стояла посреди прихожей, в ушах звенело. Полчаса. Это не время. Это приговор. В голове было пусто, как в вымершем поле. Ни одной мысли о любви, о верности, о том, что скажет мама. Только одна мысль, пульсирующая в висках. Если он вернется, и я буду здесь, я труп. Не в смысле, что он меня убьет, нет. Он убьет во мне человека. Он сломает меня, изнасилует, морально или физически, уже не важно, и заставит поверить, что я сама этого хотела. А Саша? Саша скажет: «Ну, вы же помирились». Я посмотрела на кольцо на пальце. Тонкий золотой ободок. «Спаси и сохрани внутри». Я сняла его, положила на тумбочку. Звяк. Этот звук стал точкой невозврата. Я больше не невеста. Я беглянка. Я действовала как робот. Программа выживания запущена. Рюкзак. Старый, школьный, с потертыми лямками. Что брать? Паспорт. Диплом. Зачем? Не знаю. Схватила автоматически. Деньги. Та заначка, что я копила нам с Сашей на свадьбу. 50 тысяч рублей в конверте под бельем. Теперь это цена моей жизни. Трусы, носки, джинсы, свитер. Руки дрожали так, что я не могла попасть в рукава. Зубы стучали. Быстрее, быстрее, он может вернуться раньше. Я задела локтем вазу. Она покачнулась. Я поймала ее в миллиметре от пола. Если бы разбилась, этот звон убил бы меня на месте. Я не взяла фотографии. Не взяла плюшевого медведя, которого подарил Саша. Не взяла любимую кружку. Все это принадлежало хорошей девочке Маше, а она оставалась здесь, в этой квартире. Умирать. Я оделась. Спортивный костюм, сверху пуховик, шапку на глаза. Подошла к двери, посмотрела в глазок. Темнота. Жвачка все еще там. Я прислушалась. Тишина. Только гудение холодильника на кухне. Открывать замок было страшно. Мне казалось, что щелчок разнесется на весь дом, что Кирилл услышит его даже из магазина. Один оборот. Господи, помоги. Второй оборот. Пожалуйста. Я толкнула дверь. Подъезд встретил меня запахом сырости и перегара, того самого, которым дышал Кирилл. Казалось, он сам растворился в этом воздухе, стал частью стен. Я сделала шаг наружу. Ноги ватные. Лестница вниз казалась бесконечной пастью. 3-й этаж. Я шла на цыпочках, вжимаясь в стену. Перила были липкими. 2-й этаж. Лампочка мигнула и погасла. Я замерла в темноте. Сердце ударилось о ребра так сильно, что стало больно. Он там? Стоит внизу и ждет? Нет. Тишина. 1-й этаж. Я видела выход. Железная дверь с домофоном. Полоска света с улицы. Я рванула к ней. Пик, пик, пик. Дверь открылась. Холодный ночной воздух ударил в лицо. Снег. Свобода. Я не оглядывалась. Я побежала. Я бежала дворами, поскальзываясь на льду, перепрыгивая через сугробы. Я боялась выбегать на освещенные улицы. Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня, что каждая машина — это тонированная девятка.
Я чувствовала себя преступницей. «Что ты делаешь? Куда ты бежишь? Ты же ничего плохого не сделала!» — кричал разум. «Беги! Не останавливайся!» — кричал инстинкт. Я добежала до круглосуточного магазина на соседней улице. Там была стоянка такси. «На вокзал», — выдохнула я, падая на заднее сиденье. Водитель, пожилой усатый дядька, посмотрел на меня в зеркало. «Случилось чего, дочка? Трясет тебя всю». «Нет, опаздываю. Просто опаздываю. Пожалуйста, быстрее». Мы тронулись. Я вжалась в сиденье, стараясь стать невидимой. Я смотрела в заднее стекло. Никто не ехал следом. Только город. Мой родной город, который вдруг стал клеткой. Панельки, фонари, черные деревья. Все это теперь было декорацией к моему кошмару. Вокзал. Желтый свет, запах угля и пирожков. Бомжи спят на лавках, полицейские пьют кофе. Обычная жизнь. Никто не знает, что я бегу. Для них я просто пассажир. Я подошла к кассе. «Ближайший поезд». «Куда?» — зевнула кассирша. «Все равно, подальше, в любую сторону». Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Девушка, куда-нибудь поезда не ходят. Есть до Москвы через 40 минут. Плацкарт». «Давайте». Я протянула паспорт. Руки все еще тряслись. Кассирша долго вбивала данные. Мне казалось, вечность. Каждую секунду я ждала, что чья-то рука ляжет мне на плечо. «Маша, куда собралась? Мы же не договорили». Я оборачивалась каждые 5 секунд. В каждом высоком парне в куртке я видела Кирилла. «Ваш билет. Счастливого пути». Я сидела в зале ожидания, сжимая билет так, что он стал влажным. Телефон в кармане вибрировал. Это был он. Звонок. Сброс. Звонок. Сброс. Сообщение. «Ты где? Дверь открыта. Я вошел. Маша, не зли меня. Вылезай, я знаю, ты спряталась». Меня замутило. Он в моей квартире. Он ходит там, трогает мои вещи, ложится на мою кровать. Он нарушил последнее убежище. Следом сообщение от Саши. «Мать звонила Кириллу. Говорит, тебя нет. Ты что, сбежала? Ты совсем больная? Вернись и поговори с человеком нормально. Не позорь меня». Не позорь меня. Вот оно. Для Саши мой страх, моя жизнь, моя честь — это просто позор для него. Ему важнее сохранить лицо перед пацанами, чем защитить меня. Я любила фантом. Я любила образ защитника, которого сама себе придумала. А реальный Саша сейчас сидит в казарме и поддакивает насильнику, потому что так проще, потому что мужская дружба. Я достала телефон, вытащила сим-карту. Маленький кусочек пластика. Вся моя связь с прошлой жизнью. Мама, Саша, подруги, работа. Я подошла к урне. Щелк. Я сломала симку пополам, бросила в мусор. Вместе с ней я выбросила свои надежды на свадьбу, на нормальную семью, на то, что справедливость существует. Я осталась одна. Совсем одна в огромном мире. Но впервые за последние месяцы я почувствовала, что могу дышать. Поезд тронулся. Я лежала на верхней полке лицом к стене, накрывшись колючим казенным одеялом. Колеса стучали. Так надо, так надо, так надо. Мимо проплывали фонари пригорода, потом черные поля, потом лес. Город остался позади, а с ним и та квартира с выбитой дверью, и Кирилл с его липкими руками, и Саша с его слепотой. Я плакала, тихо, в подушку, чтобы соседи не слышали. Я оплакивала себя. Ту девочку, которой было 22 года и которая верила людям. Она умерла сегодня ночью. Но вместо нее родилась кто-то другая. Та, кто смог открыть дверь и шагнуть в темноту.
Я не знаю, что будет завтра. У меня мало денег, я еду в город, где никого не знаю. Но я знаю одно: никто больше не коснется меня без моего разрешения. Никто не заставит меня чувствовать вину за то, что я живая. Я выбрала жизнь. А они пусть остаются там, в своем гнилом мире, где насилие называют заботой, а жертву — виноватой. Я закрыла глаза. Поезд набирал скорость. Я уезжала в пустоту. И эта пустота была прекрасна, потому что в ней не было страха. Поезд прибыл в Москву в 5 утра. Серый, сырой рассвет. Огромный вокзал, похожий на муравейник, который только просыпается. Я вышла на перрон. Ноги затекли, голова кружилась от бессонной ночи и голода. Я стояла в потоке людей. Все куда-то бежали, толкались сумками, кричали в телефоны. Никому не было до меня дела. В моем городе каждый второй знал меня в лицо. «Вон, пошла дочка Петровых! Вон, невеста Сашки!» Я была под колпаком взглядов. Здесь я невидимка. Я вдохнула этот воздух. Он пах выхлопными газами и мокрым асфальтом. Это был самый сладкий воздух в моей жизни. Первые дни я помню плохо. Это был туман. Я сняла койку в хостеле на окраине. Комната на 8 человек. Двухъярусные кровати, запах чужих носков, вечный шум. Но мне было плевать. Главное, там была вахтерша, злая тетка, которая никого не пускала без паспорта. Я спала на верхней полке, лицом к стене, накрывшись головой. Я вздрагивала, когда у кого-то звонил телефон. Я шарахалась от мужчин на улице, особенно от коротко стриженных, особенно от тех, кто пах мятной жвачкой и дешевым табаком. Это называется ПТСР. Я прочитала об этом в интернете, сидя в кафе с бесплатным Wi-Fi. Мое тело здесь, в безопасности. Моя голова все еще там, в темном подъезде, зажатая между стеной и пуховиком Кирилла. Я купила новую сим-карту, самую дешевую. Позвонила маме. Это было самое страшное, сложнее, чем убежать. «Алло?» Ее голос дрожал. Она плакала. «Мам, это я». «Маша, господи, Машенька! Ты где? Мы с ума сошли!» Саша места себе не находит. Кирилл говорит, ты на него с ножом кинулась. «Доченька, вернись, мы тебя вылечим, мы к врачу сходим». Меня словно током ударило. Вылечим. Они уже поставили мне диагноз. Кирилл все объяснил. Я сумасшедшая. Я больная. «Мама, послушай меня», — сказала я твердо. Сама удивилась своему голосу. Он стал жестким, сухим. «Я здорова. Я не вернусь. Кирилл меня преследовал. Саша ему поверил. Мне там делать нечего». «Маш, ну что ты выдумываешь? Кирилл же друг семьи. Саша тебя любит». «Мама, я жива. У меня все хорошо. Не ищите меня. Я позвоню через месяц». Я нажала отбой. Вытащила симку, руки тряслись, но слез не было. Я поняла. Я сирота. Не потому, что у меня нет родителей, а потому, что они выбрали верить удобной лжи, а не неудобной правде. Им проще считать, что дочь сошла с ума, чем признать, что свой парень — чудовище. Прошел месяц. Я нашла работу. Продавцом в маленьком магазинчике «Продукты 24». Не по специальности. Мой диплом юриста лежит на дне рюкзака. Здесь не спрашивают диплом. Здесь спрашивают санитарную книжку и умение не хамить пьяным. Я сняла комнату. Крохотную, в квартире с бабушкой-хозяйкой. Вот я здесь. Стены в цветочек, старый ковер, окно, за которым гудят машины. У меня мало денег. Я ем гречку и дешевые сосиски. У меня нет друзей. Вечерами я смотрю сериалы на телефоне. Это не сказка. Никакой принц не приехал за мной на белом Мерседесе.
Я не стала бизнес-леди, я просто выжила. Иногда по ночам мне снится тот подъезд, скрип двери, запах. Я просыпаюсь в холодном поту, сердце колотится где-то в горле. Я бегу к двери, проверяю замок. Закрыто. Я здесь, он там. Между нами сотни километров. Я захожу в соцсети с фейкового аккаунта. Смотрю на страницу Саши. Статус: в активном поиске. Фотографии с друзьями. Вот он, вот Кирилл. Обнимаются, держат пиво, смеются. У них все хорошо. Кирилл не понес наказания. Саша не узнал правду. Мир не рухнул от того, что я исчезла. Сначала мне было обидно. До боли, до крика. Как так? Где справедливость? Почему он живет спокойно, а я вздрагиваю от каждого шороха? А потом я поняла. Моя справедливость не в том, чтобы он сел в тюрьму. Моя справедливость в том, что он меня не сломал. Я смотрю на свои руки. Они больше не дрожат. Я купила себе новое платье. Не то, которое понравилось бы Саше, скромное, неяркое, а то, которое понравилось мне. Красное, вызывающее. Я накрасила губы. Я пошла гулять по вечернему городу. Я шла по набережной, ветер путал волосы, и я чувствовала пустоту. Но это была хорошая пустота, чистая, как вымытый пол после грязной вечеринки. Это называется холодная свобода. У меня нет плеча, на которое можно опереться, но нет и удавки на шее, которую я принимала за объятия. Я больше не хорошая девочка. Я неудобная, я резкая. Я могу послать клиента, если он хамит. Я не улыбаюсь, если мне не смешно. Я научилась говорить «нет». Это слово — мой самый главный оберег. Вчера я видела парня, похожего на Сашу. Он шел с девушкой. Он что-то ей говорил, нависая над ней, а она вжимала голову в плечи и виновато улыбалась. Мне захотелось подойти к ней, схватить за руку и крикнуть «Беги!». Но я прошла мимо. Каждый должен спасти себя сам. Вот мой финал. Я сижу на подоконнике, пью чай из новой кружки. Я одна. У меня нет гарантии, что завтра будет лучше, но я точно знаю, что не будет хуже. Потому что хуже — это когда ты предаешь себя ради того, чтобы быть удобной. Хуже — это когда ты живешь в страхе, уговаривая себя, что это любовь. Если ты сейчас читаешь это или слушаешь, если у тебя есть то самое чувство, холодок в животе, когда ты слышишь поворот ключа, если тебе кажется, что ты сама виновата, потому что не так посмотрела, не то надела, если ты боишься рассказать, потому что не поверят или будет скандал, послушай меня, тебе не кажется. Зверь не станет человеком, он будет только пробовать границы. Сначала слово, потом касание, потом удар. Не жди удара. Не жди, пока станет слишком поздно. Плевать на ремонт, плевать на учебу, плевать на то, что скажут соседи. Хватай документы, хватай деньги, беги. В ночь, в снег, в чужой город. Лучше быть одинокой и бедной в съемной комнате, чем мертвой или мертвой внутри, в красивой квартире. Ты никому ничего не должна. Ты не должна спасать отношения. Ты не должна беречь нервы родителей. Ты должна только одно — спасти свою жизнь. Я спасла. И, черт возьми, эта гречка на ужин в одиночестве — самая вкусная еда на свете, потому что я ем ее свободной.